Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что же вас порадует? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Кто хочет записаться на личный расклад, либо же сделать диагностику негатива, записывайтесь, ребятушки, именно записывайтесь, потому что созваниваться мы будем потом, когда я вам назначу время. Телефон в описании к видео и в комментариях. Итак, смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Знаете, вот вы человек, который абсолютно не боится никаких сложностей, трудностей. Вы, если нужно, вы готовы впахивать 24/7. Главное, чтобы было для кого и чтобы это ценилось. Вы не боитесь работы, вы не боитесь даже тяжелой физической работы, причем у некоторых может проигрываться, что вы и сейчас работаете на какой-то работе, ну там, где нужно тяжести таскать, да, вот может какие-то рабочие профессии, то есть вас это не пугает, вы уже настолько закаленный в боях, что не боитесь никого и ничего. Причем вас уже по жизни вообще, ну я не знаю, наверное, ничем не удивишь, да, вот вы столько повидали на своем веку, что мало чем, я даже не знаю, что такое должно произойти, чтобы вас как-то вот удивило. Вот, ну, Крым и Рим прошли, как говорится. В вашей жизни было много вранья. Вранье сейчас мы посмотрим. Вранье было связано и с женщиной, и причем вранье еще может проиграться у кого-то, вот предательство, то ли это друзей, то ли это коллег близких, да, ну то есть близких людей, на которых вы полагались, да, на которых вы никогда бы не подумали, что вас подставляют, что вас обманывают, да. Вы такой человек, знаете, вот, ну, я бы сказала, что вы не особо доверчивый. Я не могу сказать, что вы так, знаете, вот слюни развесите и будете слепо верить. Извините за такое сравнение, да. Наоборот, вы очень так серьезно подходите ко всем жизненным делам, тем более к проблемам. Я бы не сказала, что у вас когда-либо была какая-то наивность. Вот в вашем характере как раз такой черты, как наивность, никогда не было. Простите. Вас всегда как-то даже удивляли и поражали люди, которые, ну, так слепо доверяют, слепо ведутся на какие-то уловки, даже тех же мошенников. Знаете, вот, но несмотря на это, у вас много внутренних, вот накопилось внутренних и тех же комплексов, и страхов. Давайте посмотрим, с чем это связано. Эти страхи связаны с кардинальными переменами в вашей жизни. Знаете, такое ощущение, как будто вы что-то или кого-то похоронили в своей жизни. Кто-то похоронил на самом деле, да, может быть, любимую женщину похоронил. Кто-то похоронил, ну, в прямом и в переносном смысле, да. Кто-то по-настоящему, действительно, когда умирает любимая женщина, это конечно, ну, это неописуемо, да, это боль, адская боль. Это, знаете, это означает еще тот период, который вы вот проживали, либо сейчас вот кто-то проживает. Когда вы реально похоронили свои отношения, отношения, которые для вас казались когда-то судьбоносными. Вы такой человек, который считает, что, ну, без судьбы, ну, никак, да, вы очень верите в судьбу. Да, возможно, вы думали, что это будет одна женщина и навсегда, но не сложилось. Поэтому вот потеря отношений для вас это, ну, сродни похорону, да. Это настолько было для вас болезненно, это настолько было для вас, ну, вся жизнь перевернулась на 180 градусов.
И снова вот даже на дне колоды, да, у нас показано, что вы на какой-то период, кто-то, возможно, из вас даже замыкался вот в себе. Кто-то сейчас в таком состоянии пребывает, да. Вот вы замыкались до такой степени, что, ну, знаете, дом, работа, и то просто потому, чтобы было за что жить и что кушать. Не потому, что хотелось общаться и куда-то ходить. Здесь может проигрываться еще, знаете, ситуация, что вы, возможно, даже вынужденно стали таким вот сильным, каким-то вот, я не знаю, пуленепробиваемым, что ли. Вот реально вас как будто жизнь закалила, таким сделала. Во-первых, вы разочаровались в людях, как я уже говорила. Вы не очень-то доверяете людям. Вы привыкли свои проблемы решать, ну, в основном сами. Стараетесь как-то вот не просить о помощи. Вы вообще, вот если так глубоко копнуть, да, вот какой вы сам по себе человек, помимо вашей силы, да, силы физической, силы духа, вы очень семейный человек, и это очень часто у нас в раскладах выпадает, я думаю, вы это тоже заметили. Для вас вот семья и дети – это, ну, тот якорь, который вас держит. Вот держит даже, знаете, вот хочется сказать, на этой земле. Когда есть смысл, ради чего и ради кого жить, тогда да. Когда это теряется все, когда нет смысла жизни, тогда как-то, знаете, вот могут некоторые люди говорить, «Ну, зачем это все, да. Они начинают говорить про небеса, про уходы и так далее. Я не хочу эту болезненную тему затрагивать. Это ужасная тема, да, очень болезненная такая. Но дети, вот семья для вас это ну реально святое. Так было, так есть и так будет. Может у некоторых проиграться из вас, что вы еще надеетесь помириться, восстановить каким-то образом свою семью. Вот есть надежда, есть, вот знаете, как будто воскресить это все. Ни разу же я советовала, ребятушки, послушайте меня. Да, вот есть такое желание, вот знаете, вернуться как будто к жене и ребенку. Вот есть у некоторых из вас. Но еще раз повторяю, для тех, кто хочет это сделать, да что ж такое? Возвращаться в ту точку, откуда вы вышли, из которой вы разошлись, да? Ну, это, знаете, так себе перспектива. Это перспектива, которую и врагу не пожелаешь. Потому что будет не так, как было когда-то в начале, когда была любовь и все было хорошо. Поэтому, ну, не хочу очень часто повторяться, да, просто, может быть, новые зрители, кто появился и не слышал меня, вот, да, новые подписчики. Ну, я не советую вам склеивать разбитую чашку, потому что она такой красивой, как была раньше, она уже не будет. Трещина никуда не денется. Все ваши обиды, какие-то предательства, да, измены, вранье, оно ведь никуда не денется. И из памяти вы это не сотрете. Поэтому, ну, хотите общаться с детьми, общайтесь, да. Если же кто-то из вас, опять же, ребята, смотрите, если из вас, я знаю, что такие есть, я читаю ваши комментарии, если вы сами понимаете, что прошлая женщина как наваждение ваше, что вы хотели бы ее быстрее забыть, но не можете, здесь, ну, реально нужна, значит, помощь либо же того же психолога, кому-то психотерапевта, да. Я тоже веду психологические консультации. Помимо таро-консультаций, да, вот раскладов, диагностики, я провожу и консультации как психолог. Вы можете обратиться, телефон есть, все есть под видео, поэтому вам нужно просто проработать эту ситуацию и отпустить ее. По-другому никак, вы просто в этом болоте, ну, погрязнете. Я не вижу, понимаете, я не вижу каких-то вот ваших таких особых шагов в направлении новой личной жизни, да, вот новых отношений. Особенно те, кто еще холят и лелеят надежду вернуться. Те из вас, кто
не хотят мириться, да, я просто с разных сторон пытаюсь объяснить, потому что общий расклад. Кто-то хочет помириться, да, понятное дело, кто-то нет. Те из вас, кто не хотят помириться, знаете, вот у вас какое-то состояние одинокий волк. Вот одинокий волк. Женщины есть вокруг, да, у кого-то начинаются такие легкие отношения, да, кто-то романы пытается крутить. Но вот это состояние, даже будучи в легких отношениях, состояние одиночества вдвоем, оно не дает вам комфорта, оно не дает тех эмоций, тех ощущений, которые бывают в настоящих отношениях. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет, у кого есть отношения, но вы себя чувствуете одиноко. Такая же ситуация может проиграться даже у тех из вас, кто еще находятся сейчас в отношениях, потому что я знаю, меня смотрят разные мужчины, даже те, кто находятся в токсических отношениях. Вот вы точно так же находитесь в состоянии одиночества вдвоем, от которого нужно не то что идти, а бежать, избавляться, потому что время очень скоротечно, а вы цепляетесь за мертвые отношения. И кто цепляется ради детей за отношения, это вообще величайшая ошибка. Потому что дети с вас наследуют, вот берут вот эту модель, да, вот манеру поведения. Они как губка впитывают, как мама с папой относятся друг к другу. А потом они вырастают, и эту же манеру поведения, отношений, да, они переносят на свою семью. И они уже, ваши дети, будут жить в токсичных отношениях. Нужно ли это вам? Подумайте. А может быть, лучше быть и проще воскресным папой, но ребенок не будет видеть этих скандалов. То, что мама с папой не разговаривают неделями, да, и так далее. Поэтому подумайте, немножко такое уж, простите, отступление было, ребят, потому что это очень такая, наболевшая, такая тяжелая тема. Эта ошибка встречается у очень многих людей. Вот именно когда сохраняют семью ради детей, но это трэш. Вам, возможно, кажется, что нет, я буду поближе с ребенком. Вы просто ребенка травмируете вот такими отношениями. Дети, они очень сильно чувствуют настроение мамы с папой, энергетику мамы с папой. И вы вот, находясь в таком, знаете, в злом, в перевозбужденном состоянии, когда у вас там с женой вашей искры летают, да, это все видит ребенок и впитывает. Поэтому подумайте, хорошенечко подумайте. Итак, давайте-ка будем смотреть, что же вас все-таки порадует, да? Перевернется ли грузовик на вашей улице, да? Грузовик с пряниками. Знаете, то, что я вижу, во-первых, те из вас, опять же, я сейчас постараюсь, разные ракурсы рассказать, потому что общий расклад, те из вас, кто находится, возможно, сейчас в каком-то, не очень хорошем состоянии. Это может быть и нервно-психическое состояние, такое трэш, упадническое, депресснячок такой. Кто-то, может быть, реально заболел там на больничной койке. Я думаю, долго вы не залежитесь в таком состоянии, вы выкарабкаетесь, причем очень как-то, знаете, с малыми потерями. Но если вы опустили руки и думаете, что все, вот заболели, да, это надолго, нет, долго вы болеть не будете, причем как-то вас, знаете, вытянут еще ваши близкие люди, помогут, так скажем, да, выкарабкаться из этой болезни. Это и поддержка, и забота, общение, да, то есть близкие люди, не дадут вам залежаться, заболеться долго, да. Такой вот вы человек, у которого есть надежные люди рядом. Далее, у кого финансовые проблемы, да, что же вас порадует? У кого-то проиграется эта новая работа, причем новая работа, о которой даже, возможно, вы мечтали, вы хотели. Это может быть какое-то определенное направление, да, к примеру, кто-то хочет быть именно доктором, мечтал быть доктором,
и, пожалуйста, тебе вакансия, да? Кто-то хочет еще кем-то быть. Ну, то есть вот та стезя, на которой, возможно, у вас были проблемы, вы пойдете туда, куда хотели, либо же мечтали. Кто-то, может быть, курсы закончил. Понятно, что я сейчас утрирую, да? Может быть, вы курсы закончили, какую-то новую профессию себе еще добавили в свою копилку, да? И по этой профессии вы будете работать, причем это здорово, когда ты работаешь, и тебе за тот кайф, который ты получаешь на работе, тебе еще и деньги платят. К сожалению, далеко не всем людям это удается, да, вот работать на любимой работе, но тем не менее, высокая вероятность, что у вас будет такая работа, плюс, ну, довольно неплохо будут ее оплачивать. Еще, что немаловажно, будет довольно, ну, такой классный коллектив. Вот именно коллеги, которые будут с вами, это, как знаете, одна большая такая дружная семья. Поэтому, ну, материальное положение у вас однозначно улучшится, причем, я думаю, это будет, ну, в принципе, скоро. Это не будет слишком такой затяжной период. Ну, может быть, ну, максимум там, ну, несколько месяцев, ну, в течение этого времени. Так что это не на годы, я думаю, растянется. Далее. Те из вас, кто, ну, совсем опустил лапки, кто совсем уже на себе крест поставил, и как на мужчине, и вообще ничего не хочу, не буду, да, депресняк. В вашей жизни появится новая любовь. Это будет новая женщина, с которой, если вы захотите, вот при желании, а я думаю, у вас появится такое желание, у вас будет семья. Даже если хотите, то и дети могут появиться. Опять же, если кому-то возраст позволяет, там, финансы и так далее. Это будут гармоничные очень отношения. Я не скажу, что здесь будут такие, знаете, страсти кипеть. Нет, это будут ровные отношения. Вот такое ощущение, что это женщина, которая станет, ну, по-настоящему вашей второй половинкой. Вот половинкой вашей. Это ситуация, когда, знаете, вот просто держишь человека за руку, и тебе уже хорошо. Это такой кайф, когда человек находится просто рядом, да, вот твой любимый человек находится рядом, пусть даже в соседней комнате, занят своим делом, но ты уже кайфуешь от того, что любимый человек рядом. Вот такого типа у вас будут отношения. Это будет состояние, когда хочется идти домой. Когда-то вам не хотелось идти домой. Сейчас же будет совершенно наоборот. Вам захочется не то, что идти домой, вам захочется бежать домой. Потому что дома любимая женщина, да, там с теплым ужином, с объятиями, с заботой и так далее. Это настолько такая тема больная для многих, да, потому что многие об этом мечтают, а у вас это будет. Вот реально просто до мурашек, да, такая тема. Это, знаете, ситуация, когда ты уже не веришь, что кто-то появится, да, вот уже реально поставил крест, когда опустил руки, уже ни во что и никому не верю, все, устал разочаровываться. Но поверьте, у вас будут абсолютно такие гармоничные отношения. Я не могу назвать идеальные, потому что идеальных отношений не бывает. Это знают все. Если кто-то рассказывает, что вот там семья живет, они идеально живут, но это будет вранье. Потому что везде, конечно, какие-то мелкие споры могут быть, да, мелкие там конфликты, там даже по бытовухе, чепуховые конфликты, но они бывают. Без этого никуда, потому что каждый со своим характером, каждый со своими какими-то хотелками, желаниями, да, вот как бы ты ни старался, но когда полный штиль, но это очень скучно. Иногда такая маленькая встрясочка нужна и важна. Вас порадует именно, знаете, вот опять же, у кого-то проиграется финансы, может быть, у кого-то проиграется личная жизнь, да, что вот порадует именно новыми отношениями, а у кого-то два в одном.
кого-то здоровье, да. То есть здесь еще будет, знаете, какая ситуация? Те из вас, кто, может быть, вот, знаете, вот дружили, может быть, друзья детства, либо же там в институте вместе учились. Еще может быть такая ситуация, да, это я так напоследок скажу, встреча со старыми друзьями. Это может быть неожиданная встреча, может быть, знаете, друзья, с которыми вы очень плотно раньше дружили, но просто давно не виделись. Это могут быть сразу, знаете, даже не встреча, а именно вот какая-то смс-ка, звонок от этого друга, а потом уже встреча. У кого-то реально проиграется, вот может быть в городе где-то столкнетесь невзначай тогда, после там 10 лет затишья, ну в таком плане. Ну то есть эта встреча, она настолько вот вас взбодрит, так скажем, да. Я думаю, посиделки там 100% будут чисто так по-дружески, по-приятельски, как в старые добрые времена. Много чего интересного, нового и такого забавного вы узнаете от своих старых друзей-приятелей. Такие вот какие-то факты они вам, то ли казусы из своей жизни расскажут, то ли даже чем-то удивят, да, что вот вы, возможно, даже никогда бы не подумали, что у них могло такое произойти в жизни. Ну, то есть это такая, знаете, как встреча выпускников бывает, а это встреча старых друзей. Но это друзья такие добрые друзья, с которыми разошлись пути дороги, с которыми очень хотелось встретиться, но по какой-то причине все не получалось. Поэтому, ну, знаете, позитивный позитив у вас впереди. Это 100%. У каждого проиграется по-своему, у кого-то 2 сферы проиграются, да, вот что вас порадует, у кого-то там 3, у кого-то все может проиграться. Ну, а кто хочет более конкретно, добро пожаловать на личные расклады. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!